Мое почтение. Так, а где это мы? Так, походу мы в Копенгагене. А что мы знаем про Копенгаген? Кроме того, что здесь темная русалочка появилась еще до того, как это стало мейнстримом. А то, что здесь тоже играют Щелкунчика. И не абы кто, а в постановке самого Баланчина. Так что давайте пройдем через этот новогодний балаган и посмотрим. Про Баланчина мы вкратце рассказывали в ролике про Грузию, но я вам напомню. Родился, знаешь, в Петербурге, но рано переехал в США. Один из самых влиятельных хореографов 20 века, его можно считать основателем американского балета. Но его хореография была вдохновлена русским балетом, не зря же с Питера человек. Так что наш опять оккультуривает всех вокруг, как говорил Муравицкий. Россия – родина слонов. А еще вот вам интересный факт. В честь Джорджа Баланчина был назван кратер на Меркурии. Вот он, похож на балетную пачку, как решили астрономы. Я, если честно, похожие песочные куличики в детстве лепил, могли бы и в честь меня назвать. Ну что, вот он и театр. Билет на балет удалось купить на сайте, что в целом плюс. А также мы еще пойдем на экскурсию, которая проведет нас по закулисью этого театра. Посмотрим, как готовятся к Щелкунчику. Ведь ветер жуть. Побежали скорей. Рядом с оперой небольшой парк, а также вон там вот есть кафешка. Есть кафешка внутри здания и снаружи. И парк оборудован такой стеклянной террасой, по которой вы можете ходить, не боясь, что вас сдует ветром. А ветер здесь действительно сильный. Это самый дорогой оперный театр в мире. 317 миллионов долларов пришлось потратить вот этому немолодому человеку. Это Маерск Маккини Миллер, основатель компании Маерск. Эта огромная фирма занимается морскими грузоперевозками в контейнерах. В честь основателя построен самый большой контейнеровоз в мире. Вот же он, что называется «Человек и пароход». Так вот, решил, значит, дядюшка Миллер подарить городу здание оперы. Нанял известного датского архитектора Хеннинга Ларсона и забабахал вот такой вот шар в кепке. Театр расположен на одной оси с церковью и резиденцией королевы, как бы завершая триаду главных институтов общества. Здание огромное, 14 этажей, 5 из них под землей, площадь почти 6 футбольных полей. Вот этот стеклянный шарик, который ты видишь, это лишь малая часть здания, предназначенная для зрителей. Все остальное пространство занято работниками театра. Крыша плоская и отлично подходит для прыжков в воду. Да, так и решили ребята из Red Bull, и в 2021 году устроили здесь настоящее соревнование по клифф-дайвингу. Прыгнул с крыши, получи медаль. Высота 21 метр на секундочку. А ты бы осмелился так сделать? Напиши в комментариях. В остальное время эта плоская крыша тоже не простаивает. Полностью заставлена солнечными панелями, покрывая треть расходов на электричество. А тратить тут есть на что. Но об этом чуть позже. Давайте начнем с того, что более доступно для зрителя. Итак, мы входим, большие холлы, много стекла, огромные дизайнерские люстры. Зал обшит 60-38 панелями датского клена, окрашенного в цвет крови дракона. Этот цвет должен напоминать тыкву. Нет, на самом деле он должен напоминать музыкальные инструменты, которые звучат во время спектаклей. Но простые обыватели часто говорят, что это тыква. Внизу же мраморный рисунок. Цвет называется русский экзотический зеленый. А знаешь, как они сделали разводы на мраморе? Внимание! Лайфхак для ремонта в 2024-м. Разводы сделаны с помощью 2000 бутылок пива, которые замешали в основную краску. Это темное, самое дешевое датское пиво, 60 рублей за банку. Так что пиво, да, заняло незначительную часть бюджета. Давайте же пройдем в зал. И вот они, денежки, висят прямо под потолком. Золотые пластины из чистого золота, прямо над головами зрителей. Чисто для дизайна. Плевать в потолок нельзя, смотреть можно. Сам же зал сделан с умом. Видите углубление? Это уже не дизайнерский изыск, это, извините меня, акустическое углубление, дает оптимальную для оперы задержку 1,16 секунды. Если играют мюзикл, часть из них закрывают черными полотнами, и задержка уже 1 секунда.
Зал на 1400 человек, но если не задействована оркестровая яма, то она легко трансформируется в дополнительные 300 мест или поднимается на подъемниках вверх, создавая авансцену. Ну и самое главное, что здесь есть, это технологии. Основная сцена — квадрат 16 на 16 метров, и таких сцен сзади еще 5. Каждая из них делится на 4 части. Видите эти белые линии? И каждая из этих частей может передвигаться независимо и, главное, бесшумно. Заготовил множество декораций и меняешь их прямо во время спектакля. Основная сцена уходит на 5 метров вниз, и выезжает другая, абсолютно бесшумно. И это абсолютный взрыв мозга. Это не просто какой-то поворотный круг, это какой-то Тетрис, а пульт управления Nintendo на стероидах. Вообще здесь нет никакого шума, что называется мертвая тишина. Приточная вентиляция под каждым сиденьем в зале бесшумная, огромные лифты для перемещения актеров, работников театра и оборудования тоже бесшумные. Есть, правда, одна шумная стена, об которую можно музыкально удариться головой. А так, слов нет. Один восторг. В это же здание помещается и малый зал для современных танцевальных и оперных постановок. Нажал всего одну кнопку, и сиденья зрителей складываются и уезжают, оставляя классическую актерскую черную коробку. В этом случае зрители смотрят на спектакль сверху, с балкончика. Все технические помещения выполнены с умом, все подписано, лежит аккуратненько. В театре, между прочим, около 2500 костюмов, некоторые из них прямиком из 17 века. И как же по такому большому пространству все это передвигать? А вы что, забыли, что дядюшка Миллер был связан с контейнерными перевозками? Поэтому, во-первых, здесь нельзя свистеть, потому что на корабле это к пожару и несчастьям. Ну и работники сцены подают сигналы друг другу корабельной флейтой, чтобы ворочать всеми этими гигантскими сценами. Так что не свисти, а то все деньги на потолок примагнитят. А во-вторых, повсюду используют промышленные краны. Контейнеры перевозят всякое оборудование или огромные заначки Кока-Колы. А в таком деле нельзя разбить ни одну бутылочку. И все это Миллер, поскольку был уже не молод, попросил сделать архитектора не за 5 лет, как он просил, а за 3 года. Пятилетка в 3 года. Архитектор посвятил целую книгу своим недовольствам при строительстве этой оперы. Но получилось действительно грандиозно. Субтитры, разумеется, тоже есть. Вот, пожалуйста, Евгений Онегин репетирует. Так, стоп. А где же Щелкунчик? Билет на балет мы купили, а мозги не купили. Оказывается, в старом здании балет будет сегодня. Мозги не купили сегодня. Так что идем в другое здание. Красивая аллея защищает от ветра. Вот тут большая очередь на вход. В общем, и платный гардероб, понимание. 750 рублей на троих. Да, есть и бесплатный гардероб, но там за твоими вещами никто не следит. Поэтому, если хочешь обновить чей-то гардероб, можешь оставить верхнюю одежду бесплатно. Историческая сцена выглядит привычнее, как классический театр. Но красный бархат и вся вот эта помпезность уже вообще не вдохновляет. Когда ты видел что-то намного более современное. Вот там сзади человек рассказывает либретто на датском. Так что, если вы вдруг не знаете, о чем Щелкунчик, то он в очередной раз вам все перескажет. Так вот, на фоне исторического здания я вам расскажу еще один лайфхак, как не мерзнуть под ветром и посмотреть Щелкунчика Баланчина. Если вдруг вам не хватило билет в большой, то вы включаете свой большой телевизор и смотрите Щелкунчик, фильм «Балет», Баланчин, прямо во ВКонтакте. Зачем я сюда приперся? Щелкунчик Баланчина. Здесь это один из главных символов Рождества. В зале аншлаг. И первое же удивление – главных героев играют дети. Да, у нас тоже некоторые театры практикуют такое, но тут прям на большой сцене Щелкунчик. И актеры — это не взрослые тети, утянутые до состояния ребенка, а реальные дети из балетной школы, которые получают колоссальную практику на публике. И это круто. Что не нравится — долгие музыкальные проигрыши, пока сменяются декорации. Не всегда это происходит в темноте или с закрытым занавесом, так что технические паузы, пусть и под музыку Чайковского, выглядят затянуто. Король мышей трехголовый, не как в книжке, конечно, в которой у мышиной гидры 7 голов, но все равно до нашего одноголового элегантного мыша из Большого театра не дотягивает. Из нашей мышки я бы даже мерч сделал, он настолько грациозно пытается победить в танцевальной дуэли Щелкунчика. Ему даже сабля не нужна. Вон, смотрите, модный фиолетовый плащ и танец. Все по заветам Кена из Барби. Так, буфет-патруль, обзор местного буфета. Значит, у нас тут имеются маленькие столики.
железные, на которые вы можете поставить свой бокальчик, маленький сэндвич или бутербродик с икрой и постоять рядом со стеной, наблюдая, собственно, обои. Кайф. Итак, что мы имеем? Короля мышей закрысили ударом в спину в середине первого акта. Впереди еще один акт. Что дальше? И это не меня одного так напрягает. Чайковский тоже в шоке был от того, что второй акт полностью без драматургии. Полностью. И если в Большом театре финальное столкновение с королем мышей все же дотянули до второго акта, то тут нет. Что был антагонист, что не было. По декорациям они просто разные. Если в Большом это больше советская 2D-сказка, то тут напоминает Дисней. Но от этого чисто стилистические костюмы получились более интересными и яркими. Чего стоит сцена, где из большого чайника вылезают юные артисты балета. Так, ну что, мы снова в Москве. Давайте подумаем, стоит ли вообще ехать за Щелкунчиком, искать его в других странах, или все-таки стоит пойти в Большой и не морочить себе голову. Что сказать по Копенгагену? Щелкунчик там есть, да, и он отличается от нашего тем, что он бесконфликтный. Да, там нет конфликта, там просто из-за пазухи достали ножик, порешали этого короля мышек, и все, и все радуются по полтора акта. И наслаждаются музыкой Петра Ильича Чайковского. Петра. Если же вы хотите не заснуть на втором акте, если же вам интересно посмотреть на происходящее в более классической драматургической основе, то можете прийти вот сюда и стоять в очереди, вот, и не попасть. Поэтому Щелкунчика, конечно, надо искать, конечно, надо изучать разные варианты. Но я бы очень хотел сходить в новое здание вот этого театра оперы, посмотреть, как там, как Тетрис, передвигаются все эти сцены. Одна опускается, вторая поднимается, третья выезжает для балета. Все микшируется, все летает, и очень это интересно. А новые технологии, я всегда за новые технологии, в театре тем более. И что еще здорово, то, что я, получается, праздную Рождество 2 раза в этом году. 1 раз я уже отпраздновал, и так что передаю вам счастливого Рождества в будущее. Все, занавес.